Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Секреты Outlook. Сегодня мы с вами поговорим о подписи. Итак, что такое подпись или автоподпись в письмах? Зачем она нужна? Давайте создадим новое письмо, чтобы понять. Вот, например, мы пишем кому-то письмо. Пишем ему: «Привет». Мы хотим подписаться. Как мы это делаем? Пишем: «С уважением, Иван Савин». Так меня зовут. Я хочу, может быть, добавить сюда что-то еще. Например, номер своего мобильного телефона. Я пишу +7 23 4 5 6 7. 7 цифр мобильного телефона. Я хочу добавить сюда еще, например, электронный адрес. Вот добавили. Но ведь нам не хочется каждый раз набирать эти буквы и цифры заново, чтобы подпись получилась. Мы хотим ее вставлять одной кнопочкой, желательно автоматически. Давайте скопируем текст этой подписи на будущее. Я покажу, зачем она нужна. Для вставки подписи существует отдельная кнопочка «Подпись». Вот она. Если мы ее нажмем сейчас, то мы видим, что она пустая. Но есть такой пункт подписи, куда можно перейти. Переходим сюда и видим, что здесь можно выбрать подпись для изменения, но здесь нет ни одной подписи для нашей учетной записи. Поэтому нужно создать новую. Нажимаем кнопочку «Создать». Назовем эту подпись «Короткая». После того, как мы дали название подписи, появляется активный диалог «Изменить подпись», где мы можем набрать какой-либо текст с нужными нам данными. Но мы ведь не зря скопировали раньше текст, который мы хотим использовать. Вот мы сюда его добавили. Я бы еще отступил одну строчку хотя бы сверху для красоты. Если мы нажмем «Ок», то у нас появится подпись, которая выглядит вот так, короткая. То есть при создании нового письма автоматически будет вставляться короткая подпись, которую мы создали. Если мы перейдем сюда в подпись и опять попадем в диалог подписи, мы увидим ее, что она автоматически прицепилась к пункту «Новые сообщения» для учетной записи Outlook Secrets. Как видно, здесь у меня несколько учетных записей, и у вас может быть так же, если у вас не только один ящик. Но при ответах и пересылках стоит пункт «Нет», то есть никакая подпись прицепляться не будет. Давайте тоже выберем здесь короткую подпись и проверим, как это работает. Если мы откроем какое-либо письмо и нажмем «Ответить», то мы видим, что короткая подпись автоматически вставилась. Отлично. А что значит короткая? А что, бывают еще какие-то длинные? Давайте пойдем и посмотрим, как сделать подпись какую-нибудь покрасивее и получше. Но до этого я рекомендую сначала ей заняться. Для этого просто откроем новое письмо и начнем создавать длинную полную подпись со всеми необходимыми контактными данными, а также информацией, которую мы хотим отправить нашим получателям. Создадим новое письмо. Главное, чтобы письмо было в формате HTML. Проверьте это. Создадим новый текст для полной подписи. Напишем: «С уважением, Иван Савин». Мобильный телефон, email адрес. Здесь очень интересно, можно добавить эмоджики. Чтобы вызвать эти эмоджики, то есть иконочки маленькие, нажмите «Пуск», точка с запятой. Вот у меня из истории уже есть здесь мобильничек. Вот он. Вставился. И еще раз «Пуск», точка с запятой. Почта. Зелененькую вот эту иконку нажимаем. Появилась почта. Такой вот конвертик. Красиво, я считаю. Теперь ставим также ссылку на мой веб-сайт. Ссылку эту я хочу вставить в виде картинки. Для того, чтобы вставить картинку, мы знаем, что нужно нажать «Вставка», «Рисунки». Ставьте лайк, если вы знаете, как вставлять картинки. Здесь открывается последнее мое место на рабочем столе в папочке. У меня активирована панель «Область предварительного просмотра», поэтому, когда я щелкаю на файлик, у меня открывается сразу предпросмотр картинки, я вижу, что это то, что мне нужно. Картинка вставляется очень большой, мы ее сейчас уменьшим. Уменьшаем ее, уменьшаем так, чтобы она была маленькой и не мешалась в подписи. Таким образом мы с вами верстаем нашу автоподпись. Верстаем нашу большую подпись. Давайте здесь напишем, что добро пожаловать на канал Мудрости. И вот под эту фразу «Канал Мудрости» мы вставим гиперссылочку на, собственно, канал. Мы нажимаем Ctrl-K, выбираем ссылку, вот она. Появляется ссылка, как вы видите. Также я хочу вставить эту ссылочку под картинку. Я выделяю картинку, нажимаю Ctrl-K и точно так же вставляю ссылку. Такая вот подпись.
Ну, например, мне хочется, чтобы вот эти вот параметры были выделены жирным. Это не обязательно, просто для демонстрации возможной разметки. Вот так мы сформировали некую подпись, которую мы хотим вставлять как полную, более полную. Давайте ее скопируем. Копировать. Свернем пока это дело. Внесем нашу полную подпись. Для этого перейдем в файл. Параметры. Управление подписями находится в разделе «Почта». Создаем новую подпись. Называем ее «Полная». И вот в это окно вставляем наш скопированный материал. Итак, создалась наша полная подпись. Мы хотим, чтобы эта полная подпись прицеплялась автоматически к новым сообщениям. И вот здесь мы тогда выбираем полную подпись. То есть для этой учетной записи к новым сообщениям будет прицепляться новая подпись в виде полной подписи, которая вот содержит все дополнительные материалы. А при ответах и пересылках будет прицепляться короткая подпись. Вот такая простая. Здесь надо понимать, что если вы перейдете здесь на другую учетную запись, то здесь ничего не назначено. Но можно точно так же назначить полную подпись новым сообщением и короткую при ответах и пересылках. Но, как вы заметили, учетная запись Isavin Mail.ru, а короткая подпись у меня содержит какой-то другой адрес. Поэтому что я сделаю? Я создам короткая 2, в которой я исправлю email адрес. Вот она пустая, я возьму отсюда сейчас материалы и вставлю их сюда. Но только здесь поменяю email адрес на другой. Вот, то есть для Mail.ru у меня будет короткая подпись, короткая 2. Таким образом можно управлять подписями для разных учетных записей. Давайте это проверим. Например, мы хотим создать сообщение. Мы видим, что по умолчанию вставилась полная подпись. Если мы вдруг по какой-то причине не хотим эту полную подпись, мы хотим заменить ее на короткую. Выбираем короткая, она меняется. Если я хочу отправить письмо от другой учетной записи, вставилась опять та полная подпись, я могу поменять ее на короткая 2, вставится короткая 2. При ответах проверим давайте. Вот, например, Isavin Mail.ru, у меня есть какое-то письмо, я могу нажать «Ответить». Мы помним, что должна появиться короткая 2. Вот она появилась, короткая 2, видите? Все работает, отлично. Давайте я еще покажу вам одну тему. А как сделать так, чтобы ваша подпись была очень красивая? Для этого можно пойти на интересный сайт, который называется Signature Hound, и на нем создать себе красивую подпись. Ну, правда, этот сайт на английском, поэтому ссылку я оставлю в описании. Но вот здесь на маленькой анимации видно, что можно сделать себе подпись и далее распространить ее по всем своим учетным записям, таким образом, чтобы иметь красивую и профессиональную подпись везде, которая будет содержать ваши фотографии, ссылки на социальные сети и так далее. Это почти все, что я хотел вам рассказать. А если вы хотите узнать больше, то ставьте лайк прямо сейчас. Я хочу вам рассказать еще об одной вещи касательно подписи, которая не касается подписи. Например, если вы часто отправляете какой-то текст, например, адрес или информацию о том, как проехать, может быть, вы не хотите это все время набирать. Как быстро это сделать? Для этого как раз можно использовать подпись. К примеру, у меня есть заготовленный кусок текста, вот кусок текста, да, который я вот хочу постоянно отправлять, когда меня просят об этом, чтобы делать это одним щелчком. Давайте я его скопирую. Мы переходим опять в подписи, вот здесь вот, и можем просто создать какой-то элемент, который назовем кусок текста. Например, инструкция, как проехать. Таким образом, появился такой новый элемент типа подпись. Мы сюда вставляем этот кусочек текста. Можно даже его как-то отформатировать, если хотите. Нажать ОК. И при просьбе прислать эту инструкцию, как проехать, вы открываете новое письмо, идете в раздел подписи и отправляете вот этот текст, который тут же вставляется в ваше письмо. Но здесь нужно учесть, что этот текст заменит вашу подпись, поэтому нельзя отправлять и то, и другое. Да? То есть, если вы вдруг хотите поставить полную подпись к этому письму, то текст этот ваш будет заменен подписью. То есть, они вместе не живут, к сожалению. Но все равно фишка прикольная, рекомендую пользоваться. Ставьте лайк, если понравилось. На сегодня это все про подписи. Подписывайтесь на канал. Сообщите друзьям, что есть такой прекрасный интересный канал. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Всего доброго. До свидания.